Доброе утро. У нас еще время 8 часов 14 минут. Да, ночка сегодня прямо холодная была. Вчера мне показалось, что теплее было. Ну, наверное, сегодня 0 градусов был. Прямо аж подзамерзал под утро. Все, надо вставать. Солнышко светит уже. Сквозь палатку пробивается. Да, то, что солнце светит, на улице воздух согрелся, не так холодно. Но ночь была холодная. Ну и то понятно, вон небо-то чистое. Так, велик стоит, все на месте. Все, пора собираться. Да, у нас же сегодня 9 мая. Великая Победа. 80 лет прошло с окончанием Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Ну, Вторая мировая война чуть попозже закончилась, когда там Японию победили. Ну, можно сказать, официально, когда Гитлера победили, да. Так что всех поздравляю с этим великим днем. И у нас прямо природа говорит спасибо за победу. Вон, и облачко практически. Прекрасный солнечный день. Ура! 9 мая. Люблю всегда этот праздник. Не знаю, ну, как-то трепетно отношусь к нему, вот прямо с уважением. Великая Победа. Ну, а мы, собственно, костерок разожгли, сейчас кушать будем. Ну и надо собираться. Сегодня я до 8 утра проспал. Если я вчера до 6 спал, а лег, в принципе, одинаково, вчерашние вот эти километры дали о себе знать. Прямо это, уснул и проснулся, можно сказать, в 8 утра. Ну, ночью проспался чуть так пару раз, из-за того, что холодно было. Ну, я думаю, 0 градусов, наверное, было. Ну, может, там +1, +2. Так что сегодня надо, кстати, по прогнозу посмотреть, что будет. Если будет тепло, то вот поедем вот именно вот так вот. В тапочках и в термухе и в шортах. То реально в куртке одеваюсь, снимаю ее, надоедает вот это. А вот в таком виде хорошо ехать. Ну, может быть холодно, да. И все, в общем, надо воду кипятить, кушать. Сегодня у нас на завтрак гречка. Она у меня там лежит, сварилась. О, разбухла, не сварилась. И чай горячий. И это консерва. Да, чай буду я вот с этими пряниками еще вчера брал. И еще вот такая у меня есть консерва. Вот, килька в томатном соусе. Она в пятерочке что-то, ну, 80 рублей стоит. Вот гречку с килькой поедим и с горячим чаем. Вот мой завтрак. Все, ждем водичка, когда вскипит. Мне так-то нравится килька холодная, но я решил ее тоже подогреть. Пускай будет теплая. Да. Ну, вода махом и закипает в этом котелке. Да, тот бочонок, что у меня был до этого, я в путешествиях использовал. Я намного времени дольше тратил, чтобы вскипятить воду. А это вообще вон уже вот что, минуты 3 прошло, вон уже вода кипит. Можно чаевничать начинать. Ну, вот, собственно, мой скромный завтрак. Гречка разбухла. Сейчас поедим великолепно. Ну и с хлебом, естественно. На хлеб, скорее всего, опять майонез намажу. Ну, потому что вчера я с майонезом ел, тогда, блин, прикольно. Майонез — это же жир, по сути. А мне жир нужен. Хоть я и это за зиму жиром и покрылся немного, да. Бока наел, щеки наел. Так что будем от жира постепенно избавляться. Не будем сразу же, как селедка худая быть. А то реально, если плохо ешь и на велике крутишь, худеешь махом. Ну, вообще, очень быстро жир уходит. А так его чуть будем поддерживать, да. Ну, вон, все, килька тоже уже бурлит.
Все, кушаем. Приятного мне аппетита. Да и собираемся, и пора ехать. Сегодня, ну, попозже выйдем. Я вчера, если в 9 часов где-то уже на трассе был, сегодня, наверное, часов 10 только. Ну и ладно, потому что после вчерашних километров, ну, прямо чувствуется такая небольшая усталость. Ну, усталость, она сейчас-то я себя хорошо чувствую, отдохнувшим. А вот когда сяду на велик и поеду, вот там, да, ощущения начнутся. Ощущения после вчерашних 120 километров. Я же в путешествие поехал, даже сотки не делал. Я вообще на велике мало катался. Ну, потому что была погода плохая, дождливая. Да и только весна, зима только закончилась. Зимой редко я катался. Так что можно сказать, я с дивана встал и поехал в путешествие, да. Особо не разминался. Но я много пешком ходил. Вот это может тоже сказываться. Ну, я люблю пешком ходить. А в этом году прямо на работу пешком, с работы пешком, все пешком делал. И как бы это, может, многие спасибо за это скажут. То есть на велике уже не так сложно будет в форму приходить себе. Приходить в форму, да. Ну все, короче, пора кушать, хватит болтать. Всем приятного аппетита. Новый день, новая серия, новое путешествие. 9 мая, ура! Так, время 10:04 и уже 21,5 градусов. Это очень хорошо. О, блин, ветер опять оттуда дует, куда я сейчас поеду. Да, в том лесочке спал. Ну все, отправляемся в путь. Только садишься на сиденье, сразу же такая боль есть. Не сказать, что прямо лютая боль и нетерпимая. Терпимая, нормально. Ну, вот я уже сколько, минуты 2 еду. Вот только сел больно, а вот сейчас уже нормально стало. Но, видимо, реально кожаное сиденье намного лучше, чем обычное. Какое-нибудь там силиконовое, либо мягкое, любое другое, поролоновое. Так что вот, испытания идут полным ходом. Ну, ночка сегодня, конечно, холодная была, но это я уже говорил. Да, вчера еще уже все в палатку залез. Ну, все, типа мыться, там с салфетками влажными обтираться. Вот эту термуху-то снимаю. И у меня вот на правой руке клещ ползет. Такой маленький тоже. Я думаю, нифига себе, как ты туда попал-то? Когда попал? Это он выходит через рукав как-то залез и начал лезть наверх. Думаю, нифига. Вчера был. Ну, то есть я когда приехал, был на палатке, нашел вчерашнего клеща, он там сидел. Я его как бы выкинул подальше. И вот уже в палатке нашел на руке. Ну так осмотрелся, вроде нету ничего. Так что все, клещи появились. Да, трава растет прямо на глазах. Когда я выезжал, еще вроде так не было травы много. А тут прямо зеленая-зеленая. Вот я показывал, какого размера это была трава. Ну, уже 2 раза выросла примерно за эти дни. Ну, сейчас тепло будет, так она махом попрет. Вот я, походу, в такой штуке сегодня стирать носки буду. Надо носки постирать. Ну, я одел как бы чистые вот на тапочки, да. А что, в кроссовках носки были? Ну, что, 2 дня ехал. Ну, вот там они вонять сейчас скоро начнут. Извиняюсь за такие подробности, но это факт. То есть, как бы, еще не воняет, но вот-вот начнут вонять за 2 дня. Парилки вот в этих ботинках.
Эти ботинки рассчитаны на холодную погоду и на дождливую. Ну, блин, других я не взял. В этих тапках было бы холодно ехать. А замерзнуть и заболеть — это не очень хорошее дело. Особенно в начале путешествия. Скакунка. Че, она скачет? Или она с порогами река? Ну где ты там, скакунка? А, так что это? Тут порогами и не пахнет. Вообще просто ручеек. Чупина. Ну что, я 4 километра проехал, и отбойник только вот здесь закончился. Ну и там, где я вчера остановился. Это хорошо, что там как бы своротки никуда не было на деревню, там просто был разворот. И небольшой участок не было отбойника. Я туда и забурился. Если бы не то место, то пришлось бы еще 4 километра сюда крутить. Потому что отбойник дальше опять начинается. Где-то вот бы здесь мы остановились по-любому. Там железная дорога. Да, надо в магаз. Надо в магаз, потому что вода, я чую, сегодня будет быстро заканчиваться. У меня уже что-то, ну, может, литр полтора осталось. Потому что вода уходит уже, ну, тепло, солнце светит. Что сейчас, градусов 20 уже. Это хорошо, а лучше так, чем 10 и 15. Вот у нас новый райончик Талицкий. Впереди Ососка, Сосково, Яры, Тюмень. Значит, Ососкова будет. И туда в магаз заезжать, наверное, будем. Но это сколько еще километров туда ехать-то? Так, ну вот здесь уже поинтереснее. Стела такая. Талицкий муниципальный округ. 1732. И такой колосок сверху. Тогда при желании вообще искупаться в такой луже можно. Но что-то, мне кажется, вода еще очень холодная. Не стоит, пока не стоит. Сегодня только, можно сказать, первый день такой теплый. Так что успеем еще. Вот она, Талицкий. А вот она и Ососкова. 11 километров проехали. Я думал, здесь будет остановка. А остановки так и нет. Ну ничего страшного, он на ступеньке посидим, на лестнице. Да, я вроде помню это место, тут также останавливался. Шиномонтаж, он, кафе. Ну, кафе не надо, в принципе, если только туда за водой, да, как бы еще вода-то есть. Ну, мы, собственно, он туда вот, на лесенку сидеть. Яр, почти как ярз. Яр от слова ярость. Ярый. О, наш русский язык богатый. Поля, поля, кругом поля. Ветер прямо в лицо. Ну, уже от Екатеринбурга 200 километров отъехали. Ну и Бор какой-то туда же обратно, если ехать. О, вода стоит. Давай, вода, высыхай. Сколько стоять можно? Нам воду не надо. Ну, нам надо воду пить. Но не надо, чтобы она так в лесу стояла. Ну, на полях хотя пускай стоит. Че, для полей это тоже хорошо. Благо. А то порой ведь это... ну, зима не будет сильно снежная. Снег махом растаял, и все. Если дождей нету, все, земля сухущая. И, в общем, земле воды не хватает. Ну, бывали такие сезоны сырые. Ой, сухие. Ну, засуха. Когда все лето практически дождей нету, жара. Но не знаю, в этом году, мне кажется, так не будет.
Но хотя я больше люблю жару, нежели прохладную погоду. Жару даже, когда еду на велике, мне больше нравится жара. Потому что можно в тапочках, в шортах, в футболке ехать. А то если жарко, да и фиг с ним. Главное, чтобы вода была. А жару я нормально переношу. Вот такое местечко нашел. Надо это, носки постирать. Там как раз камушки, мне кажется, можно спокойно подойти. Да и умыться за одним. А то что, я только влажными салфетками умывался. Вода, да вот какая прозрачная. И при желании тут и воду можно было бы набрать. Ну это что, талая вода еще вся идет. С полей. В общем, сейчас состернемся. Да. Ну вот я вот это увидел, то что тут камушки, значит, можно спокойно подойти. Да. Да, вода прохладная, конечно. О, какая прозрачная. Да, при желании, конечно, можно набрать, но у меня еще есть вода. Да, и лучше будем набирать с колонки. Какая-то заброшка. Ну, видимо, кафешка была, когда вот этого отбойника не было. Сейчас вообще заброшка. Да, если только заезжать, ночевать, когда ливень идет, чтобы палатку не ставить. А у нас 204 километр. Мобильный пункт помощи. О, у них даже своя беседка есть. Это центр медицины катастроф, все дела там. Мне кажется, даже к ним, если что, можно было бы за водичкой-то заехать, не отказали бы. Это же все-таки центр помощи. Я подъеду, скажу, мне нужна помощь, вода. Да дали бы, мне кажется, без проблем. Ну, если была бы вода в достатке там, у них по-любому там есть вода, там дежурные должны быть. Мне кажется, без проблем дадут. Но мы вроде как к Талице должны подъезжать. А когда эта Талица будет, пока еще не знаю даже. Ну, как 1 километр туда. Вот я думаю, а есть ли там магазин какой-нибудь? Ну, сейчас я думаю, вот тут посижу. Опять на лесенке. Да, и посмотреть по карте, если магаз есть, так можно, в принципе, заехать. Но, если честно, на вид деревня, какое-то вообще село. Я даже сомневаюсь, есть ли там магазин-то. Ну, сейчас, в общем, посмотрим. У нас перерывчик. Так, сколько я проехал? 21:84. Пойдет. А время? Время 12, да. Вчера к этому времени я уже больше проехал, однозначно. В общем, посмотрел по карте, это Перунова, там одна улица и домов может 15. Я как вариант, вот это вот, что-то на букву Г не вижу отсюда название, деревуха. Вот она большая. Там-то по-любому есть магазки. Ну ничего, как бы вода вот здесь все закончилась, пустые фляги. Осталось вот в этой. Но она полная. Я думаю, до магаза дотерпим. Как бы я напился сейчас воды, надолго хватит. Так что едем в магаз. Ну как едем в магаз, ищем магаз впереди. По-любому еще какой-нибудь городок будет. Талица, наверное, что-то такое там должно быть. Если что, пригород Талицы. Ну, сама Талица, это, я посмотрел, чтобы в Талицу саму заезжать, это дофига неудобно. Она далеко от трассы, этот город. Ну, возможно, там есть магазин где-нибудь возле трассы, как обычно. Ну, я уверен, должен быть. В Талицу-то не будем заезжать, а вот в пригород можно заехать будет, если недалеко. В пятерочку какую-нибудь там. Юрмыч. Чуть ли не Кузьмич. Где это Юрмыч? Ух ты. Ого. Вот это уже посерьезнее речка-то. Ой, какая грязная.
Мутное. Ну да. Такое не то что попить, да и искупаться не захочется. Вот она, Талица. Ага, 11 километров туда ехать. Ну, в пригород, наверное, все-таки заедем. Все время обед, надо что-нибудь купить, покушать. Водички. Я думаю, сразу же 5-литрушку взять. Ну, либо колонку найти. По полной заправиться, чтобы потом не париться весь день. Что воды может не оказаться. Лучше, пускай будет полные фляги. Ну и что тяжелее ехать, да и пофиг. Ну вот, своротка. Надо посмотреть по карте еще, если там. Может, там просто еще есть одна своротка. В общем, посмотрел по карте, 3 километра до пятерочки. Ничего, прокатимся нормально. О, до самой до Талицы вон сколько, 10 ехать. Это еще неизвестно докуда. Либо до начала, либо до центра города. Ну, я что-то потом просто по карте глянул мельком. Что-то там как-то муторно выезжать оттуда. А мы, если что, туда-обратно, да и все. 3 туда, 3 обратно. 6 дополнительных километров, ничего страшного. Кстати, это даже не Талица, а Троицкий. То есть в пятерочку-то мы в Троицком заедем. Да, вот как. Вон уже дома появляются. Ну и монетка где-то вот прямо, ну, красная крыша. Вот это, наверное, и есть монетка. Так что сейчас затаримся, закупимся. Вот так сейчас вот еду и думаю, а что взять-то? Вроде там намыслишь, это надо взять. А в итоге в магазин приходишь, обязательно что-нибудь забудешь. Без этого никуда. Тут какой-то техстрой, там склад труб, полно всяких труб. Остановочка. Ну и как бы вот она и пятерочка. Вон она. Обратно хорошо, поедем по ветру. Сейчас сюда ехал, ну просто ветер в лицо. Ну не останавливает, ну дует так хорошо. Обратно еще 2 раза быстрее приедем. А вот она пятерка. Ну я думаю, стоило заезжать недалеко. В общем, набрал на косарь. Ну что, вроде особо ничего не взял. Вот эту штуку взял, офигенно. Давно хотел взять, конфетки классные. Короче, тушняк, килька. И думал, колбасу взять или вот эту штуку. Взял вот эту штуку. Будем сегодня есть на остановке где-нибудь, обедать с гречкой. Ну и, соответственно, вода. Вот такая пятерочка в Троицком. Все загрузил, что накупил. Блин, реально, на что-то косарь там с копейками, что ли. Ну, я чек не взял, но там 1050, что вот такое, что ли. Да, цены, ого-го. Ну, блин, вот что я взял, как бы мне и надолго хватит так-то. Главное, я взял конфеток. Конфетки это вообще самое то. Едешь, скучно становится, а раз конфетку. И это как-то и километражи быстрее пролетают, и настроение даже поднимается. Ну, сладкое все-таки, фруктоза, так все дела. Блин, я не нарадуюсь вот этим сумкам, Tactic Tent. Еще советую, блин, столько места в них. Я помню, вот в Казахстан гонял вот с этим велоштанами, велобаул, или как его правильно назвать. Все места не хватало, у меня все сверху, пакеты, как какой-то, блин, не знаю, этот ослик нагруженный был. А тут все компактно, все как надо, все залазит. Тут еще вон места сколько, вот сколько места, здесь мест. И вот в этих сумок. То есть вообще фирма офигенная, качественная. Ну, качество это, конечно, время покажет, но по всем отзывам, что пишут люди, хорошие сумки. Да, ну все, в общем, разливочными работами занимаемся и выдвигаемся обратно 3 километра до трассы. Ну, я еще тут посижу, как раз залью, конечно, бананчики поем, хотя бы одну штуку. Ну вот и трасса. Когда ветер в спину, вообще летишь просто. Ну что, я, наверное, от пятерочки до трассы за 5 минут доехал. Ехал когда туда, блин, минут 10 ехал, наверное, эти 3 километра. То есть 15 минут потратили на магазин. Ну и 10 минут то до сюда. Покупка, разливка. Да, округлим, полчаса потратили на нужды.
пищеварение. Во как. Да, дул бы ветер в спину, могли бы и сегодня доехать до Тюмени-то. Что там? 117 фигня. Да и я 30-ку, ну бы 150 километров бы было бы. Но не, сегодня до Тюмени точно не доедем, ветер не даст. Подъедем максимально близко к Тюмени. А завтра уже будем в Тюмени. О, какой сугат. Так, ну у нас это, вон впереди опять мост. В общем, едем до моста. Пора и отдохнуть. А то, как я с пятерочки выехал, так все и еду без остановки. Ну да, вот у меня в среднем получается, ну, сколько, 10-15 километров без перерыва еду. Но если остановки попадаются чаще, то я, в принципе, могу и чаще останавливаться. Там, ну, посидеть минуту, 2-3, и все, передохнуть. А вот если так долго нету, так я подольше сижу на них, отдыхаю. Так как бы даже и не устал, чисто походить, размяться. Даже особо и не сижу. На велике, потому что много сидишь. Вспомнил это место. Там река Сугатка. А вот здесь отбойник. Я что-то вроде велик ставил, потом оттуда сюда шел. Ну, короче, ну его нафиг, едем дальше. Сковородка на Троицкий. Я вон что увидел. А беседка. Беседка, наверное, даже поинтереснее будет, чем остановка-то. В общем, на беседку заворачиваем. Вот такое. Мусорка, конечно, как всегда. Кто-то книжку читал. Что за книга? Майл Крайтон. Ричард Престон. Бестселлер Нью-Йорка Таймс. Ну да. Да, раньше все книги читали, а теперь интернет все это заменил. Ну ладно, что, посидеть главное можно. Посидим, передохнем и дальше в путь. В общем, я тут вообще расположился полностью. А что, время 2 час, и думаю, самое то начинать обедать. Гречка, курица. Ну, сейчас одну доножку, наверное, съедим. Хоть попробуем, что это такое. Ну, должна быть вкусная. Копченая, все дела там. Так, давай, иди сюда, курочка. Ну, вкусно пахнет. Давайте сразу сюда. Руки, да. В общем, вот такой у нас стол. Даже можно книжку почитать. Хлеб с майонезом. Вода. Курица, гречка. Ну и на десерт банан. Да, конечно, кипятка нету. Но ничего страшного. Внутри разогреется. Все, приятного аппетита, если тоже кушаете. Я трапезничать начинаю, да. Поел, ну просто объелся. Одну ножку съел, всю гречку доел. Ну, блин, такой обед шикарный. И если так вот подумать же, что вот эта курица 500 грамм. Там 100 грамм, что-то 60 рублей, что ли, стоило. Ну, короче, на 300 рублей она вышла. А 300 рублей, это что, это одна хорошая тушенка. А здесь 2 больших курицы. И явно мясо больше, мне кажется, чем в тушенке. В чем-то, да, выгодно курицу брать. Но если только ты как бы на дневку поесть, чтобы днем, там, вечером. А вот это самое... Тушенка хорошо тем, то что ее можно долго хранить, как НЗ запас. Так что вот. Ну и колбасу также можно брать. Курицу, колбасу, в принципе, пойдет. Но сегодня просто у меня королевский обед был. Наелся так хорошо. Ну, время 2 часа доходит. Проехал что-то около 40. В общем, все супер замечательно. Ну, немного книжку почитал тут, отрывки. Ну, такая какая-то непонятная там, то ли фантастика, то ли что. Короче, как-то так. Ну все, собираюсь.
и едем дальше. Ну все, поехали. Я что-то объелся как слон. Обожрался даже. Пока стоял, у меня солнечная панелька зарядила пауэрбанк. Это очень хорошо. Да, тут еще типа рекламная строка. Дежурно-диспетчерская какая-то там служба. Не пей за рулем, согласен. Можно только газировку пить. А что еще покажете? Ну, скорость показывает, там помощь и, короче, всякое там это. Там еще это было, ну, думал, покажет, типа, увидел человека без светоотражающей жилетки, который идет вот по дороге вот так вот. Типа, звони. Че, неужто кто-то это будет делать? Ну, я не знаю. Ну и позвонит, и что? Скажет, на каком километре этот человек идет. Приедет ОМОН, его мордой в пол и арестует, и штраф напишет, что ли. Что за бред пишет? Ну, никто же это делать не будет. Тугулым 54, Тюмень 108. Ну, до Тугулыма-то мы сегодня должны доехать. Как раз Тугулым проедем. Ну, больше соточки получится. Ну, либо ровно соточка. Ну все, я покушал, и мне уже опять охота что-нибудь попить, типа газировочки, кока-колы там, такое. Что за напасть, да? Я уже сам не раз по себе замечал. После обеда что-нибудь такого вкусного. Охота какой-нибудь гадости попить. Так что в Тугулым заедем за кока-колой, да, если что. Хотя воды полно. Ну, может, просто сладкого охота, не знаю. А, у меня же есть конфеты, сейчас конфеты в дело пойдут. Вон на мотике проехал. Ну, километров 300 он точно летел. Вообще махом пролетел. А тут у нас Подун. Ну, такой ручеек. Вот этот проехал. А тот, наверное, 2 раза быстрее летел. Просто фух, и нету его. В точку сразу. Туман. Где туман? Куда его сперли? И кривая дорога. Ну, не кривая дорога, типа скользкая дорога. Так, ну и сразу же доедем до речки. Суетка называется. Че она? Суету наводит. Вот так, съедем 21 километр. Как бы, ну, ветер дует. А что-то непонятно, куда он дует. Но мне кажется, он все-таки дует мне в лицо. Да, в лицо, он порывы есть. Вот у нас суетка. Суеткали. Как ударение поставишь, так и будет звучать. О. Ну, блин, реки реально мутные такие, прям капец. Летом они почище. У нас там деревуха какая-то, очередной мост без остановки. И это, одобряю. Вот это вы прямо молодцы. Умельцы сделали. Самое то. Вот везде бы так сделали. И вообще было бы хорошо. О, шикарно. Вон, ребята. Короче, ну подошел, спросил, что, кого, откуда еду. 100 рублей дал. Молодец. Давайте, пока. Он такой подходит, говорит, мол, ну что, откуда, куда? Я так объяснил, туда-туда. Он говорит, есть карта? Я говорю, конечно есть. Я типа по карте смотрю, куда ехать, где останавливаться. То до сюда, чтобы не заблудиться там по городам. Он что там в телефоне лазит, говорит, на, 500 рублей, говорит. Типа связи нет. Он имел банковскую карту. Ну, блин, большое спасибо ему, конечно. Вот это нежданно. 500 рублей. Но зато наличка будет в быстром доступе. У меня есть как бы наличка, но надо доставать, открывать там все. В общем, большое ему спасибо, да. Мир не без добрых людей. Еду. Смотрю набор высоты сколько. А спидометр-то по нулям показывает, не считывает. Вот зараза. Я и думаю, что это? Набор высоты-то не идет. Да, надо смотреть. Что-то где-то отвалилось.
Так, ну все, починили. Вот только сколько времени прошло, интересно. Сколько я еду без счета километров? Ну, я думаю, недолго, может пару километров, может 3. Река Балаир или Балаир по-суровому. А там внизу, наверное, старая дорога когда-то была. Так низко находилась. А, речушка течет. А это что, действительно раньше старая дорога так низко была? Да, походу на то. Вот тут Васенина. И долгожданный мост, на котором мы сейчас посидим. Да, давненько что-то мостов не было. Ну вот я сидел последний раз, вот, где вот эта лавочка импровизированная была. Все. И вот следующий мост. О, кафе, стоянка. А че, может взять, заехать Кока-Колу-то? У них там по-любому она в 3 дорого. А заеду, узнаю. У них такая стоянка. Ну, пахнет-то вкусно, покушать, конечно, можно заехать сюда, но попить вообще нечего. Ни колы, ни нулевок. Ну, алкогольно-то есть пивас. Там какие-то были энергетики, адреналин раш по конской цене. И, короче, да ну его нафиг. Едем дальше. Ну, на мост отдыхать. Юшала! О, какая красивая! И как ручеек, уже такая миниатюрная речушка заворачивает. Тугулымский район. Помню тебя, помню. Значит, Тугулым скоро будет. Юшала. Привет, привет, Юшала. Моя спасительная Юшала, можно так сказать. В общем, почему спасительная это? Я в прошлом путешествии, когда ехал, я же уже был вечер, когда я до сюда доехал. Сейчас я прямо с хорошим опережением иду, вон 4:20 только. И вот я в эту Юшалу туда заезжал, ну на километр, может, отъезжал. Ну, трассу практически не слышно было. И что было-то? Я там залип. Почему она спасительная? Я просто там залип на 3 дня. Там начались дожди каждый день. И при этом градусов было, наверное, 7-8 всего, а ночью 4-5 все эти. И что, я там день пролежал, и на следующий день я понимаю, что у меня уже еда докончается. Карту давай смотреть. А тут Юшала, оказывается. Ну там что-то 4-5 километров до центра было. Ну и что-то 3 километра до пятерочки. Все, я собрался полностью, оделся, что было. Дождевик одел. Под дождь поехал за продуктами, потому что я смотрел прогноз сам. Еще на несколько дней точно был дождь. И, в общем, закупился и там, да, 3 дня сидел, пережидал дождь. В итоге Юшала меня спасла едой. А так бы я сидел бы в этой палатке, голодал, если бы не эта Юшала. Остановился где-нибудь там, в тех краях, или дальше проехал, где ничего нету, в принципе. Так что вот такие воспоминания нахлынули. Юшала. Да. Да, я помню, там антенна такая была большая, связи вообще никакой не было. Ну, в общем, да, идем на опережение. То ли я внимания не обращал, то ли это первая табличка с дубликатом на английском городов. Вроде не было такого. Ну, наконец-то закончился отбойник. Но отбойник долго шел. Ну, не знаю, что-то мне не особо нравится, когда отбойник есть. Как-то себя замкнуто, что ли, чувствуешь. А так можешь вот в любом месте остановиться, отдохнуть. Ну, в принципе, что я сейчас, наверное, и сделаю. 2 лошадки. Эй, вы откуда убежали? Или вы дикие? А какие. Что они тут делают вообще? Убежали, что ли, от кого-то?
Вы на трассу давайте не выходите. Ну какие красотки. Да, вот только вот этого нам и не хватало. Ремонт дорог. Ё-моё. Блин, ветер просто в лицо. Еду как в стену, но что-то сегодня ветер вообще... Да, сегодня сотка сложная будет. Ветер не дает особо разогнаться. А Шкуково. Какой-то детский дом отдыха. Раньше пионер-лагерь и все. А тут всякие детские дома отдыха. То да сёда. Вон там, видимо, начало ремонта дороги. Я, в общем, остановился. Я думаю, надо эти кроссовки одевать. Что-то уже ногам до холодно в этих тапочках. Что у нас? 17 градусов, 18. Да тем более сейчас вечер будет, холодать. Да и уже скоро это на стоянку вставать. А там что, ходить по лесу, там и сыро может быть. Так что можно и заранее одеться. Но куртку, наверное, я не буду одевать. В куртке реально будет жарко. Так ты едешь в этой, ну, потеешь, блин. Так хотя бы сразу же и остываешь. А в куртке сразу же весь сырой будешь. Ладно, переобуваемся. А вот и реверсивное движение. Ну, мы уже, собственно, к Тугулуму-то почти приехали. Чуть-чуть осталось до пятерочки. Хочу кока-колу и пивас безалкогольный, как изотоник. Ну, сегодня не жарко было, ну, попотеть пришлось. Да, так что пивасик, он как это, ну, баланс солей восстановит немного. Вот она и долгожданная пятерочка. Я о тебе мечтал уже, не знаю, несколько часов после того, как покушал. Ну все, заезжаем. Ну вот, собственно, и табличка Тугулым. О, да, кола. Да, как этого я ждал. О, Кисюк какая. Эй, Кисюк, привет. Я бы тебе дал курицы. Так она у меня там завалена, ее фиг вытащишь. Это и есть бы не стало, наверное. Ну вот мы и на трассе. Тугулым заехали. Зашли в пятерочку. 200 метров проехали, и Тугулым закончился. Замечательно. Как надо. Ну что, все, можно искать уже место под ночевку. Сотка почти есть. Ну вот какой-то есть лесок. Там, блин, еще отбойник начинается по правую сторону, ремонт дорог. А что, я думаю, может сюда завернуть. Как бы вроде и спуск ничего такой. Ну, наверное, да, сюда. Ну, блин, я только велик заколебаюсь доставать потом. Да, комаров здесь и клещей навалом. Вон один ползает клещ. Вот еще один ползает. И что надо будет осматриваться. Клещуги. Ну только что я тут вон по траве по этой шел, их тут полно. В общем, вот такое местечко. Ну, думаю, где-нибудь здесь палаточку можно. Вот только дерева поваленного нет. Плохо. Придется где-нибудь на кучке сидеть, на кочке. Ага. В общем, все, располагаемся. Ну, хотя можно было ехать и ехать. Я еще по карте посмотрел, что там впереди будет. Только что-то через километров 10, что-то более-менее такое место. И то непонятно. Проехал-то я, в принципе, сотку не проехал. 94,36. Ай, да и ладно, что мы же не за цифрами гонимся. Сегодня пораньше лягу. Завтра
Сейчас пораньше встану. Ну и надо это отдохнуть побольше тоже. Кстати, 94, я же еще сколько-то там километров. У меня спидометр не работал. Может даже 96, где-нибудь 97. Почти сотка есть. Да, комаров здесь куча. Сегодня, походу, эту спиральку придется сжечь от них. Ну да, надо еще от клещей будет провериться перед тем, как спать ложиться. Ползают гады. Прививки у меня ничего нету. Да, как-то, не знаю, не ставил. Там шанс поймать ядовитого клеща, там вообще что-то меньше процента даже. Ну, летальных исходов от этого. Ну да, может там какой-нибудь боррелиоз или что-то энцефалит. Вот. Что-то, короче, процент минимальный. Если суждено подохнуть от клеща, ты хоть там как экипируйся, там, не знаю, прячься от них. Клещ все равно тебя найдет и укусит, и ты подохнешь. Так что это все планы свыше. От чего тебе того. Ну ладно, в общем, не будем о плохом, будем о хорошем. Сейчас будем костерчик жечь. Или там расположиться, вон на этой штуке, наверное, можно посидеть. Ну, в общем, видно будет. Сейчас расположимся. Конечно, можно было взять бересту. Ну, блин, по этому логову клещей ходить лишний раз их собирать, что-то неохота. А мы просто бумагой туалетно разожгем. Тоже должно разжечься. Веточки сухие, маленькие. Тут не то что логово клещей, тут логово еще и комаров. Вчера, блин, не было столько комаров. Вон их сколько летает везде. Ужас. Ну да, клещей я тут до хера наснимал. Больше 10, наверное. Ну, как бы у меня тут все заправлено. Когда уже ложиться спать, то, конечно, надо тело смотреть. Потому что они, если наверх и пройдут, то, ну, они же не сразу, они там могут час ползать по телу, искать вкусное место. Так что вот, надо будет осматриваться. Ну, в общем, это, разжигаем костерчик. Сидеть оттуда буду. И я, скорее всего, просто курицу доем. Копченую что брал. Что-то как-то есть-то и неохота. Вот реально, вот я в обед поел. Что-то там, ну, 1:30 где-то было. И до сих пор есть неохота. В общем, сытная штуковина. Вот он даже с маленького кусочка бумаги потихоньку разгорается. А здесь еще сегодня у нас и поезда шуметь будут, и машины шуметь. Я вот люблю, когда поезда ездят. Трасса-то вон она, вообще рядом, вон машины ездят. Сейчас водичку нальем. Будем сегодня курицу с кофе пить. Брал вот такое кофе. Ну, маленькое, чтобы много не таскать. И вместо молока, мне нравится кофе с молоком. Вот такое молоко сгущенное. Так что... кофе с курицей, да, ну и у меня пряники еще есть, и если что, пряниками заправим все это дело. Бурда, конечно, получится. Кстати, надо еще посмотреть, есть ли тут интернет. Я бы сегодня посмотрел, парад был, ну, который был на Красной площади. Интересно посмотреть, что там парад забабахали в честь 80-летия Победы. Если будет, то полежим уже в палатке, посмотрим. Так, ладно, надо дровишек побольше подкидывать. Это чисто, чтобы дрова завязались, схватились. Ну и все, уже все готово. Осталось костерок до ума довести. Ну, я думаю, курица да не должна была испортиться за сегодня. Но она хотя была произведена 19 апреля. Дата производства. И до 19 мая, то есть через 10 дней она стухнет якобы. Но будем считать, что ее хранили в правильных условиях, и она не стухнет у нас. Что тут плавает? А, ничего, нормально. Все.
Коферок. Да блин, пока поставишь нафиг, пол чашки разольешь. О, наконец. Опять надо чуть-чуть воды долить, а то пролилось. Кстати, кружка. Блин, штука офигенная, легкая, ничего не весит. От кипятка не мнется. И я думал, маленькая будет. Да нифига, блин, напиваешься столько так. Тут нету? Сколько она? Тут 200 миллилитров точно есть. То есть спокойно напиваешься. Ну все, ждем, когда водичка скипит. Будем курицу жрать с кофе. Я же вспомнил, у меня же пиво есть безалкогольное. Что-то я так подумал, а что с курица с кофе? Это что-то не то. Кофе надо с пряниками кушать, да. А курицу надо с пивом пить. Вернее, кушать. Пиво пить, а курицу кушать. О, нулевочка. Ой, шикарно. Ну и курицу сейчас. Я даже, наверное, без хлеба буду. Так, чисто слопать ее, да и все. И наешься этим. Да, он, кстати, вот буквально, не знаю, минуты полторы-две прошло, вода уже кипит. Махом кипит котелок. Супер. Советуют седло это периодически при раскатке смазывать вот этим. Ну, либо чем-нибудь таким же жиром типа. Короче, сейчас я его оботру. Чтобы всякое там соль или что там было. Пот вот этот, чтобы все ушел. Там какие-то бугры уже появились. Что это такое, интересно? И это на ночь намажем этим средством. И насухо его протираем. Я один раз смазывал. Ого, закручено как. И это вообще отпало. Типа защитная фигня. Вот такой вот. Ну, типа жир какой-то там, что ли, что-то такое. Да, холодный. Вот так вот просто размазываем его. И пускай ночь стоит, впитывает. А завтра, если что, его еще подтянем. Чтоб пленочка такая была. Ну и снизу я тоже первый раз мазал. Но я даже там не убирал. Потому что советуют, ну вот смазать, а потом перед поездкой его вытирать. Вот это все масло, что весь жир остается. Ой, как блестит-то. Красота. Кофеек сейчас ждет еще. Курицу доел. И пора кофейничать с пряниками. Nescafe Classic. Ну ладно, хоть здесь это есть штука. Зипка или как ее там называют. Так, мусорку. Ну такое. Порошок. Так, где моя главный агрегат? Вот он. Че, сколько? Столько хватит, наверное. Так. Интересно, сгущенка будет давать сладкий вкус? Ну, чтобы сахар не добавлять. Даже сгущенки сразу. Вместо молока. Ну и размешиваем. Ну да, действительно, как это с молоком прямо. Цвет такой же. Да, нормально, сгущенка сладкая. И, в общем, можно и на сахаре даже экономить. Это напоминает кофе 3 в одном, как, да. Ну, по сути, Nescafe 3 в одном, там тоже, что, сахар, да, сухое молоко, ну и кофе само. Вот и все. На этом, наверное, уже больше ничего снимать не буду. Вот такой денек прошел. 9 мая, День Победы. Всех поздравляю с прошедшим праздником. Это уж видео-то выйдет, не знаю даже когда, наверное, осенью. Может, уже и ближе к зиме. Так что лето в самом разгаре. Даже еще не лето, еще весна считается. У нас лето в июне начинается, да. Так что вот такой денек сегодня. Ну, можно сказать, почти сотку сделали. Кстати, с прошлым путешествием Россия-Казахстан я на опережение по километражу иду. Километров на 40, наверное. Ну, это меня может легко застопить дождь.
также, если будет там 5 градусов и целыми днями дождь, естественно, я никуда не поеду, я буду в палатке сидеть. Как бы, когда тепло, можно в дождь ехать, ну, чтобы хотя бы 15 было. Тогда еще куда не шло. А когда 5 градусов и под дождем, это самоубийство, можно сказать. Но только если в экстренных случаях там надо куда-то доехать, то да, можно еще. Так что вот такой вечерок. Солнце село. Вон машины ездят, поезда. Кстати, вроде интернет тут есть, так что посмотрю парад 9 мая. Да и спать. Все. Сегодня пораньше встали. Пораньше ляжем. Может быть, даже пораньше проснемся. Ну, на этом все. Пока. До завтра.